Всем привет! Сегодня подготовил для вас модель компактного бифолда. Простые вещи тоже могут быть красивыми. Кошелек будет выполнен из кожи растительного дубления толщиной 1 мм, бутерра и white wax синего цвета. Приступаем. Детали пробил и вырезал. Приступаю к сборке основной части. Обработаю токанолом и приклею декоративную полоску. Также при помощи токанола обрабатываю все обратные части остальных деталей. Сейчас необходимо приклеить декоративную полоску. Сделаю я это на сгибе. По бокам останутся небольшие излишки, которые я потом обрежу. После склеивания деталь стала держать форму. Теперь докалываю отверстие и прошиваю. При докалывании будьте очень аккуратны, потому что расстояние от шва до края полоски всего 1 мм. Сейчас обрезаю деталь по реальным размерам и обрабатываю торец. Обрабатываем края основной детали, кармашков и внутренние боковые части у кармашков. Приклеиваем верхние кармашки по разметке. Прошиваем их. Внутреннюю боковую и нижнюю часть каждого кармашка закреплю на двусторонний скотч.
Сейчас приклеиваю нижние кармашки, размечаю линию шва и пробиваю отверстие под шов. Теперь прошью по внутренним линиям. Готово. Теперь приступаю к сборке двух частей. Склеивать буду по очереди с каждой стороны. Сначала правую половину, левую только зафиксирую. Потом прошью и обрежу по реальным размерам. Только после этого я приступлю к склеиванию левой части. Сейчас нужно аккуратно обрезать излишки. Если бы я сразу склеил обе стороны, то ровно обрезать по контуру не вышло бы. Левую часть закрепляем небольшим количеством клея, чтобы она была неподвижной. Обрезал до середины. Теперь, когда я буду обрезать оставшуюся часть, я смогу это сделать, положив изделие на горизонтальную поверхность. Мне нужно будет только продлить уже существующую линию реза. Прошил и обрезал по реальным размерам. Сейчас скругляю углы, делаю декоративную линию и обрабатываю торцы. Кошелек готов. Финальные размеры в сложенном виде 8 на 11 сантиметров. Помещаются купюры и 4 карты. Компактный, удобный и тонкий. Спасибо, что посмотрели это видео. Если есть какие-либо вопросы или замечания к работе, пожалуйста, пишите в комментариях. Постараюсь всем ответить. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем спасибо.